Ну что, мои дорогие друзья, вы готовы к знакомству с новым проектом? Если да, то смотрите этот выпуск до конца, потому что прямо сейчас я с огромной радостью хочу познакомить вас с ChickenZilla. Скажу сразу, что ChickenZilla – это новый, полностью децентрализованный токен, наделенный сразу несколькими моделями управления, с помощью которых вы сможете не просто зарабатывать, удерживая его у себя на кошельках, но и выращивать с его помощью цыпленка, которым впоследствии вы сможете играть, чтобы заработать. Ознакомиться же с официальным трейлером игры мы можем уже сейчас. Для этого достаточно просто перейти на официальный YouTube канал ChickenZilla. И несмотря на то, что сама игра находится еще на стадии разработок, мы все же можем ознакомиться с ее примерными очертаниями, увидеть, как это будет в ближайшем будущем. Как по мне, выглядит игра весьма привлекательно, и мне нравится, что это 3D-игра, где главным персонажем является цыпленок, который будет перемещаться по карте, участвуя в различных квестах, сражениях и даже турнирах. При этом обращу ваше особое внимание еще и на то, что ChickenZilla – это еще и NFT-игра, поэтому по достижению каких-то миссий вы сможете зарабатывать не только токены проекта, но и NFT, какие в свою очередь могут легко являться какими-то игровыми функциями, способствующими для повышения уровня самого персонажа. То есть быть каким-то навыком, магией или же предметом, прокачивающим вашего цыпленка, что, как по мне, очень здорово. Однако познакомиться в детали самой игры более подробно вы сможете уже самостоятельно после полного ее анонса, который, я уверена, разработчики опубликуют в своих официальных соцсетях. Поэтому, чтобы не пропустить это важное и интересное событие, настоятельно рекомендую вам подписаться на их Twitter и активный Telegram-канал, где уже с полным вовлечением общаются друг с другом все фанаты ChickenZilla. Что же касается токена ChickenZilla и его токеномики, то создан данный токен на базе Binance Smart Chain с общим предложением в 1 квадриллион. При этом, как видите, сопровождает данный токен еще и встроенная комиссия, которая будет взиматься у пользователей как покупающих, так и продающих токен CHKN. Суммарно же эта комиссия составит 15%, из которых 5% будет выделяться и выплачиваться всем держателям токенов CHKN в виде BUSD. Причем делаться все это будет несколько раз в день. Еще 5% взимаемой комиссии при транзакциях будет отправляться в маркетинговый фонд самого проекта, для того, чтобы как следует развивать и популяризировать ChickenZilla в криптовалютном пространстве. Еще 3% с каждой транзакции отправляется в пул ликвидности для обеспечения более стабильного роста цены самого токена CHKN. И, наконец, 2% будут взиматься и выделяться на оплату людей, которые будут работать над продолжением инноваций ChickenZilla. Таким образом, приобретая себе токен на PancakeSwap, не забывайте устанавливать соответствующий уровень проскальзывания. И лучше, если он будет равен минимум 18, а то и вовсе 20%, в зависимости от влияния цены и объема. Кстати, стоит отметить, что уже сейчас разработчиками ведутся переговоры о добавлении ChickenZilla на популярные информационные порталы, включая CoinGecko и CoinMarketCap, а также на некоторые биржи, которые по сути должны осуществиться либо в конце этого четвертого квартала 2021 года, либо же в первом квартале 2022 года. А еще, если вы заметили, то на первый квартал 2022 года назначен запуск бета-версии игры, запуск своей торговой площадки NFT, плюс благотворительное мероприятие и начало исследования ресторана или же фургона с едой. И вот тут-то, я уверена, многие из вас спросят, а это еще к чему? На что я с радостью отвечу, что у команды проекта ChickenZilla, которая, кстати, не анонимна, и вы легко можете познакомиться с одним из ее основателей, а именно с Якобом Адамич, есть амбициозная цель – развивать свой бренд ChickenZilla еще и в ресторанном направлении, создав свою франшизу быстрого питания ChickenZilla как KFC. Именно поэтому во втором квартале 2022 года ChickenZilla намерен запустить еще и куриные фермы, открыть магазин товаров и в третьем квартале 2022 года добиться расширения в этих сферах, создать влог птицефермы, аниме ChickenZilla и даже провести свой собственный фестиваль. Одним словом, планов у разработчиков хоть отбавляй. Поэтому, дорогие друзья, кто искренне проникся концепцией ChickenZilla, предлагаю вам не только еще ближе познакомиться с проектом за пределами моего видео, но и принять участие в творческом конкурсе, где вы можете получить разные награды за свои ручные рисунки или же мемы о ChickenZilla.
Узнать же все подробности вы, как всегда, сможете в их официальной телеграм-группе, ссылку на которую я обязательно оставлю в описании. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале CryptoLady уже совсем скоро. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали.